8 стран ОПЕК+, в общем, решили определить планы добычи на ближайшее время. Ну и давайте соответствующую цитату из новостей. На всякий случай, те 8 стран, которые добровольно сократили объем добычи. А мы сейчас бы об этом и сказали после того, как цитату прочитали бы. Итак, с начала 2024 года 8 стран ОПЕК+, Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Казахстан, Алжир, Оман и Кувейт добровольно сокращали добычу нефти суммарно на 2,2 миллиона баррелей в сутки. С апреля 2025 года эти страны начали постепенно возвращать на рынок сокращенные баррели, и в сентябре 8 ОПЕК+ полностью вышла из добровольных сокращений в 2,2 миллиона баррелей в сутки, на год раньше изначального плана. Да, планировалось где-то в сентябре 2026 года выйти на эти объемы. В октябре эти государства начали постепенно отказываться от сокращения добычи нефти на 1,65 миллиона баррелей в сутки, согласовав ее увеличение на 137 тысяч баррелей в сутки. Не волнуйтесь, мы сейчас все объясним. Все эти миллионы баррелей в сутки разъясним. На ноябрь также было принято решение об увеличении добычи на 137 тысяч баррелей в сутки. То есть два вида сокращения добычи. Первое – это квота в рамках ОПЕК+. Это распространяется на всех участников ОПЕК+. То есть это документ, соглашение ОПЕК+. А есть добровольное сокращение. Вот добровольное сокращение было 2,2 миллиона баррелей в сутки. Это распространялось на 8 стран из ОПЕК+. А есть квоты. Вот добровольное сокращение уже все, из него вышли, а теперь начинают поднимать квоту. И мир замер в ожидании. Давайте глянем на цены на нефть. Давайте глянем на мир. Давайте глянем на этот самый мир. Вот он как выглядит. Вы сейчас видите нефтяные котировки. Нефтяные котировки, как вы видите, немножечко припали, хотя приподнялись относительно тех минимумов, которые наблюдались вот еще пару недель назад. Вот. Но сейчас, в зависимости от того, как будет подано решение ОПЕК+, которое мы пока не знаем, вот сейчас как раз его обсуждают, то с котировками завтра и произойдет. Потому что это у нас выходной день. А у мирового рынка выходного дня нет. Там начнутся колебания этих самых котировок. Если решат сократить, но я предположу, если решат сделать паузу в увеличении добычи, мировые агентства скажут, боятся избытка предложения. И значит, цены пойдут вниз, потому что есть избыток предложения. Если решат увеличить добычу, мировые агентства скажут, создают избыток предложения и усугубляют его. И котировки пойдут вниз, потому что, избыток предложения, камон, гайс, как говорится, у них там. Что не сделаешь, все к лучшему. Будет очередное падение, вряд ли будет долгосрочным, но на недельку понервничать брокеров и дилеров, конечно, заставит. У нас вообще проблема в ОПЕК+, в информационной политике. Не только там такая проблема существует, но вот у них есть определенная проблема, связанная с тем, что надо как-то подавать информацию. То есть не просто ее озвучивать. Нет, спасибо, что таблички стали рисовать. Вот мы в этой программе нудели 2 года. 2 года прошло, все, стали рисовать таблички. Спасибо. Будем считать, мы с Борисом считаем, что это специально для нас рисуют таблички в каждом сообщении. Словесная эквилибристика там сложная. Может быть, это связано с тем, что не допускается на заседание ОПЕК+ представители Всемирного информационного холдинга. Один Bloomberg сказал, а сами говорить как-то. Жизнь прошла в атмосфере нефти и газа. Все непросто. Сокращаем на 1,67, 137 и так далее, и так далее. Мы как-то тут пытались расшифровать, знаете, в режиме онлайн сообщение, которое пришло от ОПЕК+, тогда они еще все-таки подстраивались так, чтобы выпустить его перед началом, а не не в ходе нашей программы. Ай-яй-яй. Перенесите тур. А у них выходные. У них выходные. Так вот, мы пытались расшифровать, что имелось в виду. И у нас получалась картина, скажем так, очень разная. В зависимости от того, как трактовать, там получалось либо увеличение на 200 тысяч баррелей в сутки, либо на 2 миллиона. А это, небольшая разница все-таки имеется. 200 тысяч или 2 миллиона. И разные новостные агентства трактовали тоже по-разному. Видимо, посмотрев на безобразие, стали писать таблички. Но этого недостаточно. Надо еще подавать информацию. Притом не только скупо говорить, учитывая текущее благоприятное положение на мировом рынке, мы решили увеличить добычу. Надо, чтобы и, скажем так,
Аналитики тоже понимали ваше решение и разделяли ваше представление о наличии или отсутствии избытка предложений на мировом рынке. А так, мировые аналитики, которые у нас тоже цитируются без какой-то попытки осмысления, говорят: ребята, избыток предложения. Все, сейчас цена упадет на пол. И цена падает. Хорошо ли от этого ОПЕК+? Давайте предложим вам ответить на этот вопрос самостоятельно. А пока... Хорошо ли чувствует себя детка, которая бурит? Нет, тут уже сегодня новости, что все Соединенные Штаты Америки сейчас на Нигерию пойдут. Уже пошли разговоры о том, что Трампу нужна нигерийская нефть. Это очень смелое заявление. Знаете, Нигерия, кстати, член ОПЕК. Вдруг кто не знает. Это ОПЕК не отказывается торговать с Соединенными Штатами. Это я обращаюсь сейчас к той части нашей аудитории, которая дает комментарии. ОПЕК не отказывается торговать с Соединенными Штатами нефтью. И американские компании свободно могут покупать объемы нефти и входить в добычные проекты в разных странах. Для этого угрожать Нигерии не надо. Это я так намекну. А то многие комментарии уже. Все, понятно. Дональд Фредович спасает христиан, спасает граждан Венесуэлы, всех спасает. Да. Если будет открыта нефть в Антарктиде, кого будет спасать там? По-моему, 3 года назад там тоже были новости про Нигерию в стиле: ребята, что вы такое рассказываете? Нигерия сейчас построит газопровод, я не оговорился, в Европу, и как начнет поставлять туда газ, а еще она увеличит добычу нефти. Мы тут объясняли, что как-то вряд ли это получится. Вся Европа надута газом из Нигерии, из Катара. Из Алжира, не надо забывать. И из Азербайджана. Очень много газа там, но, правда, почему-то упало потребление. Это загадка. Ее будут разгадывать, знаете, следующие поколения. Но Соединенные Штаты не только Нигерии нас удивили на уходящей неделе, но Соединенные Штаты, сообщают нам, ждут отказа Венгрии, Словакии и Турции, от российских энергоресурсов. Однако государства не предпринимают соответствующих действий. То есть, казалось бы, из Вашингтонского обкома сказали: откажитесь. А те сделали большие глаза и задают вопрос: в смысле? А давайте соответствующую цитату чудесного политического деятеля. Венгрия, Копай. Да. Мы, сообщает нам Мэтью Уитакер, постпред США при НАТО, видимо, он, ожидаем, что такие страны, как Венгрия, Турция и Словакия, которые продолжают покупать российскую нефть и газ, представят и реализуют планы по отказу от российской нефти и газа. Это смело. Учитывая, что 40% потребляемого Турцией газа идет из России, а СПГ-терминалы загружены процентов на 90-98 зимой, то есть не в среднем за год, а в пик потребления. Очень смелое и интересное предложение. Видимо, постпред при НАТО живет в фантастическом мире, в котором можно стукнуть кулаком по столу, сказать: откажись от покупки газа. Он живет при НАТО, ему хорошо. Турция тоже живет при НАТО, и все перечисленные страны тоже. Может быть, это из серии «Где я столоваться буду?» Он столовается при НАТО. Может, он не в курсе, что НАТО не добывает газ, нефть, что это все не так просто. Да и зачем, главное, зачем? Для этих стран дело даже не в добыче, а в доставке. Нет, я хочу получить... если бы этого человека зазвать в эфир, кстати, было бы неплохо, и задать ему вопрос: а зачем этим странам отказываться от покупки нефти и газа из России? Я страшно скажу. Кстати, тут не прозвучало нефтепродуктов. И тут Турция так выдохнула, прям шумно, так слава богу. Никто не упомянул нефтепродукты. Можно продолжать. Зачем? Турция продает только турецкие нефтепродукты. Это всем... Мне кажется, надо зрителям пояснить вот эту иронию. Если верить статистике, то 100% нефтепродуктов, производимых в Турции, отправляется в Евросоюз. На чем ездит транспорт в Турции, никому не известно. Все до капли. Все в Европу. Все до спасения от российской нефти, разумеется. Нам тут задают вопрос. Здравствуйте. Кстати, нам можно задавать вопросы, писать предложения, замечания с помощью QR-кода, который периодически появляется в этом углу экрана. Здравствуйте. Какое место Россия занимает в объеме добычи нефти в ОПЕК+? Мы имеем право нефти или нефти?
Потому что ограничения ОПЕК+ распространяются на сырую нефть, не распространяются на газовый конденсат. А вот в нашей нефтяной статистике и то, и другое выступает под названием нефть. Если отталкиваться от нефти, то где-то 22-23%. Мы вместе с Саудовской Аравией примерно одинаковую долю занимаем. А если учитывать конденсат, то получается немножко иначе. Но ОПЕК не учитывает. Ну, ОПЕК+ говорит, ребят, добывайте. Наши специалисты объяснили, что не-не-не, газовый конденсат, он идет только на внутренний рынок и только на переработку. Правда. Это правда. Он идет на внутренний рынок и идет на переработку. Поэтому его добыча не регулируется. Давайте лучше глянем на цены на бензин, пишет нам диванный критик. Если успеем, глянем, но не сейчас. Китайцы переходят на электромобили в основном. Скоро им нефть не нужна будет. Это опять вот этот человек, который предлагает смотреть на бензин. А это, кстати, интересный момент. Смотрите, в Китае за год продается 30 миллионов автомобилей. 30 миллионов автомобилей. Из которых в прошлом году 11,7 миллиона автомобилей были электрическими. Из этих электрических автомобилей примерно 40% были заряжаемые гибриды. Заряжаемый гибрид – это такой электромобиль, который потребляет бензин. То есть в Китае более 20 миллионов новых автомобилей потребляют бензин. Дорогой диванный критик, информация, которой вы пользуетесь, немножечко неверна. И давайте вернемся к реалиям. Мы очень хорошо знаем... Нет ли прыщика на лбу у принцессы Дании, а то, что с 1 января в Китайской Народной Республике начинается новая пятилетка, мы почему-то забываем. Так вот, в документах, которые выпустил Центральный комитет Коммунистической партии Китая, из списка стратегических отраслей экономики электротранспорт исчез. Предыдущие 3 пятилетки он был, а теперь его больше нет. С 1 января 2026 года государственная поддержка несколько изменится. Я бы предложил подождать, хотя бы до марта, посмотреть, что будет со статистикой. Нет, что-то, конечно, изменится. Нет, электромобили там никуда не исчезнут. Там это большая доля, все такое прочее. Просто государство перестает стимулировать развитие этого сегмента. А тут может быть всякое. В 2020 году, когда снизили меры поддержки, и это никак не было связано с пандемией, доля электромобилей немножко снизилась. Но это так. Сопроводительные слова считает ЦК Компартии Китая, и с этим спорить невозможно. Можно, конечно, но толку от этого не будет. Отрасль встала на ножки и дальше пойдет сама. Вот и посмотрим, как она будет шагать. Я, кстати, сейчас планирую шокировать Бориса Леонидовича. Внимание на лицо Бориса. Вот прям внимание. Блумберг. Хорошо. Давайте процитируем. Блумберг, который тоже решил шокировать. Потоки российской сырой нефти снижаются. Но пока не стоит винить в этом санкции. Сильный ветер в ключевом порту Балтики, вероятно, затруднил погрузочные работы до прошлой недели. Сообщил на этой неделе нам Блумберг. Не шокирует ли столь адекватный подход? Нет, я настаиваю. Кто-то в Блумберге умер. Вот. Нечаянно. Возможно, что если бы президента звали иначе, сообщение тоже было бы немножечко другим, потому что периодически надо объяснять, что нет, Байдена санкции, они прям работали. А Трамп, какие-то не такие санкции вводят. Уже 2 года прошло, я до сих пор помню сообщение Блумберга 1 января 24 года. Да, 24 года. 1 год прошел. О том, что в России резко снизился объем погрузки нефти. 1 января в 9 часов утра, сообщил Блумберг. Он очень внимателен. Нет, нельзя сказать, что они соврали. Это же правда. Это не санкции, конечно. Кстати, хорошо ведь, что мы закрыли свою статистику, да? Конечно. Хорошо. А давайте глянем на график, который иллюстрирует, что хорошо, что мы закрыли статистику. Это из той же статьи Блумберга. А что это такое? Это поставки российской нефти морем. Мы закрыли статистику, а Блумберг публикует. Чудеса. Я думаю, что это такой вклад в налаживание двусторонних отношений. Сейчас у Блумбергов, Financial Times'ов и прочих увеличилось количество читателей. Раньше мы могли просто посмотреть на данные Министерства энергетики, Российского энергетического агентства, а сейчас
чтобы хоть как-то представлять, что происходит на белом свете, надо разыскивать где-нибудь вот эти графики от Блумберга. Можно, кстати, посмотреть на вот эту оранжевенькую линию и сравнить, насколько ниже серенький столбик по сравнению с оранжевенькой линией, и прикинуть, насколько ужасно снизились отгрузки. Просто чудовищно. Никогда такого не было. Рухнули, обвалились. Кстати, а помните, я надеюсь, многие помнят, что мы в этой программе обещали вам, что будет, знаете, расти доля неизвестной Азии в структуре поставок. Такая, знаете, неизвестная Азия, в принципе, неизвестное направление будет расти. Давайте опять Bloomberg, следующий график глянем. Следующий Bloomberg. Обратите внимание на unknown, такой зелененький. Я понимаю, что, может быть, разрешение экранов не позволяет это увидеть, но вот если столбики крайние справа посмотреть, то вот это unknown, неизвестное направление, почему-то стало расти после введения санкций. Удивительное дело. Вот кто бы мог такое ожидать? Это, наверное, Индия отказывается от российской нефти. Мы это уже в 2022 году наблюдали, вот когда первые этапы санкций были, порт отгрузки Приморск, пункт доставки Атлантический океан. Абсолютно где-то там. Кстати, правда, ты доплыл, перегрузил в другой танкер, он пошел куда-то дальше. Ты же, Атлантический океан, можно даже географическую точку поставить. Вот. Неизвестное направление растет, а санкции ужасны. Еще раз, мы со всем уважением к людям, по которым сейчас санкции прошлись, и которым приходится добиваться обхода этих санкций, но на макроуровне, эффект как обычно. Но Трамп нам говорит, вы подождите несколько месяцев, и вот тогда начнется. Подождем. И посмотрим, что именно начнется. Так, я предлагаю на несколько вопросов ответить и переходить к следующей теме. Так, почему? Вы почему сменили время выхода программы и не предупредили? Я пропустил один выпуск. Наверное, столько новостей мимо прошло. Наши выпуски можно смотреть на ВК, в официальном сообществе Соловьев Лайв. Там они выкладываются, ими можно делиться в своих соцсетях. Мы будем не только не против, мы даже будем за. Так что если вы что-то пропустили, не волнуйтесь, заходите, пересматривайте, можно даже 2-3 раза. А время мы сменили, потому что так получилось. Могу ли я купить бочку нефти, а потом перепродать? Кто вам может помешать? Кто-то может, никто не может. В принципе, нефть... Что характерно, даже катать эту бочку не надо, можно продавать прямо сразу. Да. У нас нефть является биржевым товаром, который даже внутри страны вполне себе покупается и продается. Не обязательно именно в бочках, но покупается и продается. Что если мировая добыча... Правильно я понимаю, пишут нам, что если мировая добыча 102 миллиона баррелей в сутки, на рынок попадает около 60% от этого. Сейчас не 102, а 104. Вы имеете в виду международную торговлю? Примерно. Это физической черной жижи, а бумажной сложно сказать. Бумажный, ладно. То есть сколько между странами? Да, порядка 60% путешествует между странами. Так... Относительно недавно Евросоюз обязался покупать у Штатов энергоресурсы на $750 миллиардов. Насколько это соглашение соответствует третьему энергопакету Евросоюза? Я предлагаю Борису ответить, потому что у меня тут ирония зашкалит. Соглашение, о котором идет речь, обсуждалось мистером Трампом, который ничего не продает из энергетических ресурсов, и Урсулой фон дер Ляйен, который ничего не покупает. Один пообещал продать, вторая пообещала купить, с тем разъехались. Дальше дело должно перейти к хозяйствующим субъектам, к американским производителям и европейским потребителям. Когда они отчитаются, сколько они договоров подписали реально, тогда будет смысл обсуждать. А пока встретились два одиночества. Один поехал искать нефть с газом, вторая поехала деньги искать. Зато встретились, зато поговорили. Зато мы пообсуждали. Я сейчас несколько... Государственных компаний в Соединенных Штатах, которые занимаются производством нефти и газа, нет. Долей акций государства США в этих частных компаниях нет. Трамп может обещать все, что угодно. Какое-то количество компаний европейских государственных, да, есть, но они подчиняются национальным правительствам, а не Урсуле фон дер Ляйен. Вот вся история. Так, странный вопрос. Можете ли вы прокомментировать ситуацию с Чиндинским месторождением, после которого, видимо, сверхтемпами приступили к строительству трубопровода Скавыкты? Трубопровод Скавыкты благополучно заработал 21 декабря 2022, если память меня не подводит, года. То есть почти уже 3 года назад.
а какая ситуация на Чаиндинском месторождении вас интересует? Если что, Чаиндинское и Кавыктинское месторождение – это ресурсная база силы Сибири. С Чаиндинского тянут Лупинг, уже практически дотянули до Благовещенска, ничего. Читал статью. Есть еще и зимний бензин. Уважаемый ведущий, это правда? Ну, если вы пришлете текст статьи, я, наверное, смог бы ответить на ваш вопрос. Ну, это интересно. Это, не, если что, вот удивление некоторое, это не в ваш адрес. Это вот, ну, просто, знаете, звучит интересно.